Крапивку хотите? Привет, друзья! Добро пожаловать на канал Your Umbrella, твой желтый зонтик. В этом видео я хочу поделиться с вами маленькой частью моей медленной жизни. Все больше и больше я проникаюсь в философией медленной жизни и романтизацией сельской жизни. Ее внешние аспекты, такие как одежда из натуральных тканей, шитье, еда, приготовленная своими руками, простая и полезная, отвечают моему внутреннему состоянию и дарят чувство уюта и спокойствия. Я не стремлюсь слепо следовать тенденциям медленной жизни, но, живя осознанно, это происходит само по себе. Недавно я увидела рецепт крапивного песто. Хорошее блюдо, чтобы съесть его в дождливый весенний день. Мы привыкли к тому, что крапива всего лишь сорняк, который жалится, и часто игнорируем ее, а ведь она богата питательными веществами и витаминами. Она содержит в себе железо, кальций и калий. Май нынче был капризным, холодным, дождливым, ветреным и редко баловал нас жаркими деньками. А в один из таких редких, теплых и очень ветреных дней я отправилась отснять фото хоббита для статьи в свой блог. До этого в начале мая я ходила в библиотеку и, вдохновившись из Pinterest рекомендаций 25 книг Cozy Cottagecore, взяла почитать известную всему миру историю про хоббита. Эта забавная, смешная и очень уютная история вызвала у меня желание написать книжный обзор. Ай, птичку маленькую. Познакомиться с обзором вы сможете в моем блоге «Книжный пекарь», над которым я трудилась добрую половину мая.
Следующую половину мая я приводила в порядок аккаунт на Бусти и вернулась к написанию истории, которую начала писать прошлой весной. Это короткая история, повесть о 17-летней девушке. Девушка эта немного наивна и мечтательна, из-за чего у нее не ладятся дела с учебой, и ко всему прочему, она влюблена в своего лучшего друга. Эта немного невинная история открывает цикл коротких историй «Весна в Стамбуле». Я планирую публиковать эту повесть на Бусти и лид-площадках в процессе ангоинга. Уже сейчас, став донатом на Бусти, можно будет прочитать черновик первой главы Лискиной весны, а затем и саму главу, и в дальнейшем всю повесть. Пока что я редактирую первую главу. Погода позволяет мне делать это, сидя на улице под солнцем. Кстати, выход из кабинета – один из методов для улучшения творческого письма. Все окружающее пространство может стать для вас вдохновением, свежий воздух очищает разум, и воображение рисует сюжет. Я буду очень благодарна, если вы поддержите меня, оформив подписку на Бусти, или же приобретете книгу, когда она будет готова. Я благодарю вас всех, что присоединились ко мне в этом видео. И до новых встреч! Да. Кушать хотите? Да. Да. Он меня кусает. Титю надо, видишь, она не кусает, а им надо, вот, они думают, что Титя, видишь, вот сразу сосать начинают. Ой, ой, ой. На, хватит тебе, на, тебе еще тоже. Все.